Когда-то у Карины было все, что она считала счастьем: любовь, стабильность и вера в общее будущее. Ее муж Артем казался воплощением мечты. Он был харизматичным, сильным и красивым. Как популярный тренер, он имел множество учеников, которые фанатели от его харизмы. В социальных сетях его называли «королем фитнеса», ведь он вел охватывающие блоги, наполняя ленты вдохновляющими постами о здоровом образе жизни и достижении целей. А Карина? Она была скромной, доброй и преданной. Работала в стоматологической клинике, мечтая однажды открыть свою собственную практику. Стремление к самореализации всегда горело в ней, но давно зарывшиеся в рутину обязательства матери и жены позволяли отложить эту мечту. Однако, когда она забеременела, ее сердце наполнилось надеждой. Она была уверена, что это станет началом чего-то нового, прекрасного и важного. Наконец, в ее жизни появится настоящее счастье. Но радостные предчувствия быстро сменились тревожными нотками, когда Артем начал смотреть на ее беременность не как на радость, а как на обузу. Сначала его слова пролетали мимо, как ветер, но вскоре стали причинять боль. «Ты видела себя в зеркале?» — однажды бросил он с презрением. Его аргументы были простыми и безжалостными. «Раньше ты была привлекательной, а сейчас...» Карина начинала опускать глаза, но внутри нее бурлил гнев и горечь. Она не могла поверить, что тот, кого считала своей опорой, мог так легко отвернуться от нее. С каждым днем Артем все чаще показывал свое истинное лицо. Холодность, раздражение, открытые насмешки — все эти чувства, как смерч, поглощали Карину. «Смотри на Наташу, у нее 3-й ребенок, а пресс как у модели», — говорил он, и эти режущие слова вновь заставляли ее молчать. Она пыталась объяснить ему, что беременность — это не болезнь, что она делает все, чтобы сохранить себя и ребенка, но Артема это не волновало. Он стал уходить рано и приходить поздно. Вместо того, чтобы быть рядом, он работал. На самом деле же зависал в клубах, наслаждаясь вниманием молодых поклонниц. Однажды, решив порадовать Артема, Карина приготовила ему любимое блюдо — пасту со сливочным соусом. Но как только он вошел в квартиру, его реакция сломала ее. «Ты вообще знаешь, сколько здесь калорий?» — закричал он, даже не взглянув на еду. «Это же всего лишь твой любимый рецепт. Мы ели его раньше», — попыталась возразить Карина. Но он лишь фыркнул и бросил взгляд на ее округлившийся живот. «Раньше? Да. Сейчас мне не до жира», — произнес он, и эти слова вонзились в ее сердце, как нож. Слезы хлынули по ее щекам, и Карина молча поднялась из-за стола, уходя в спальню. В ту ночь, полную мрачных мыслей, малыш в ее животике толкался, но это лишь ненадолго помогало успокоить ее. Артем, как обычно, не вернулся домой, а на следующий день столкнулся с роковой судьбой. На трассе, недалеко от города, его машина вылетела с дороги. Лес, туман, скорость, свидетелей не было. Автомобиль нашли разбитым, но тела не осталось. Полиция начала расследование, но результатов не было. Через месяц Артема официально объявили пропавшим без вести. СМИ растиражировали новость. Фитнес-тренер и блогер Артем Волков исчез при загадочных обстоятельствах. Эта новость, мимолетная для многих, стала для Карины настоящей трагедией. Несмотря на его поступки, ее сердце рвалось от боли. Оно по-прежнему любило образ того Артема, что был рядом, но в то же время понимало, что он предал ее. Впереди была другая жизнь, жизнь матери, и она решила, что справится ради ребенка. Сыночка она назвала Левом, и он стал ее опорой с первого вздоха. Карина посвятила себя его воспитанию и старалась углубляться в работу. Работая в стоматологической клинике и подрабатывая вечерами, она мчалась к своей мечте, шаг за шагом подбираясь к ней. Ее родители поддерживали как могли, давая моральную поддержку, и это давало ей сил. Про Артема она рассказывала мало, обычно избегая вопросов. «Он погиб в аварии», — говорила Карина Льву, который никогда не настаивал на объяснениях. Он чувствовал, мама говорит ровно столько, сколько может.
Время шло, и, преодолевая сложности, Карина открыла свою стоматологическую практику. Совсем скоро маленький кабинет превратился в современное медицинское учреждение с хорошей репутацией. Она стала не просто врачом, а примером для многих женщин, независимой, успешной и сильной. Лев же рос умным, добрым и спокойным ребенком. Он любил читать, много рисовал и задавал вопросы, на которые иногда взрослым не было ответов. Карина часто говорила себе, все было не зря. Все ее жертвы, унижения, страхи и переживания были для того, чтобы рядом с ней был он, ее свет, ее надежда. Тогда, когда Карина строила новую жизнь, судьба подготовила для Артема совсем другой путь. Он выживал. После той ужасной аварии он очнулся в старой деревянной хижине, избитый и в синяках, изуродованный, с шрамами и концами, которых не мог забыть. Воспоминания ускользали от него, он помнил только вспышку света и долгий утомительный удар, после которого все изменилось. Затем боль, он чувствовал, что прежний Артем ушел. И как будто в нежданный день он поймал себя на мысли, что позабыл о самом важном, о своей жизни, о семье, о будущем. Он не позвонил никому, не хотел никого беспокоить и внутренне понимал, что, возможно, он никогда не вернется обратно. Стороной к новой жизни у него появился шанс. Под чужим именем Андрея Белова он начал жизнь с чистого листа в провинциальном городке. Сначала, работая в простом спортзале, его физическая форма и харизма привлекали внимание людей. Он снова стал тренером, затем начал снимать видео, вдохновляя остальных на спорт и здоровый образ жизни. Его аккаунт в Instagram стремительно набирал популярность. Он снова стал Андреем Беловым, вдохновением тысяч. Прошло всего несколько месяцев, и он вновь стал популярным. Видео, цитаты, контракты, конференции и многие бренды желали с ним сотрудничать. Он снова чувствовал себя на вершине мира. Однако за ярким фасадом скрывалась тьма. Артем все больше полагался на стероиды и стимуляторы, чтобы поддерживать форму, и вскоре они взяли верх над ним. Сначала ему казалось, что он контролирует ситуацию, но потом начались проблемы, раздражение, бессонница и постоянные перепады настроения. Он начинал терять сознание в самые неприятные моменты. На фитнес-форуме в большом городе его состояние достигло критической точки. Волю не удержать, он рухнул на сцене прямо во время выступления. Камеры запечатлели все. Утром его имя гремело, но уже не от успеха, а от настоящего краха. В больнице врачи поставили диагноз – хроническая почечная недостаточность заключительной стадии. Лечение – только трансплантация. Диализ стал для него лишь временной мерой, а шансов было очень мало. Очередь на операцию занимала годы, и вдруг воспоминание о далеком сыне вновь мелькнуло в его сознании. Он вспомнил о Карине и, прежде чем что-либо рассмотреть, начал яростно искать ее. Путем долгих поисков по профессии ему удалось найти интернет-сайт «Клиника Рамирес». На экране появилось фото Карины, врач, строгий взгляд, решительная улыбка. Он нажал кнопку «Записаться на прием» и оставил сообщение. «Добрый день, хотел бы записаться на прием к доктору Карине Рамирес». Когда Карина увидела его в приемной, ее лицо побледнело. Он выглядел как призрак из прошлого, старым, усталым человеком, изможденным болью. Молча они вместе зашли в кабинет, и в замкнутом пространстве, окруженном звуками современного мира, он рассказал ей все о своей трагедии, о текущем состоянии здоровья и необходимости помощи. «Мне нужен донор. Я болен. Наш сын, возможно, он совместим», — произнес он. Его голос дрожал от волнения. Тишина заполнила кабинет, и Карина не могла в это поверить.
Слова, исходящие от него, застряли в воздухе, напоминая о том времени, которое она провела в ожидании, в страданиях. Она смотрела на него и думала: «Ты пришел не за прощением, ты пришел за частью чужой жизни». Спокойным и холодным голосом она произнесла: «Ты оставил нас, ты исчез, ты умер тогда, и пусть так и останется». Артем умолял ее, говорил о своей готовности на все. Его глаза полны чувства непонимания и страха. Но Карина встала и открыла дверь, произнося: «Ты никогда не был отцом и не будешь им сейчас. Мой сын никогда не узнает, что ты жив. Желаю удачи». Спустя месяцы Артем умер в одиночестве. Его тело нашли в заброшенной квартире, никому не нужное, абсолютно забытое. Имя, которое он носил в прошлом, исчезло вместе с ним. А Карина и Лев продолжали свою жизнь. Ее клиника расширялась, становясь образцом современного медицинского обслуживания в городе. Лев вырос и стал студентом медицинского университета. Он оставался честным, добрым и полным достоинством юношей, который никогда не задавал вопросов о прошлом. Он знал, что все, что ему нужно, уже рядом. Когда Карина смотрела на сына, она понимала: иногда потеря — это путь к спасению, иногда уход — это победа. И пусть Артем исчез, их жизнь была полна счастья. Вопросы, которые когда-то мучили ее, стали звучать как старые, потертые воспоминания о том времени, когда она страдала и ощущала себя пустой. Они с Левом построили новую жизнь, полную мечт, надежд и настоящей любви. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Карины? Простили бы Артема или же сумели бы отринуть его из своей жизни? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.